Ассаламу алейкум! Автоустановка Сампа Клео модов. Вы думали, это невозможно? Хочется вас обрадовать. Мы создали для вас целое приложение, в котором вы найдете огромное количество модов, а также сможете их легко установить. Также приложение позволит устанавливать Сампа Клео в несколько кликов. В общем, сейчас я вам все расскажу, что да как тут работает. При первом входе в приложение потребуется разрешение на запись файлов в вашу память. Разрешаем, ждем пока программа загрузится. На главной странице мы видим огромное количество категорий, которые вы сами сможете полистать и посмотреть. Создать мобильное приложение, через которое люди смогли бы устанавливать моды в одно нажатие. Это было моей мечтой еще в 2014 году, когда моддинг на андроиде только зарождался. Реализовать все это было очень сложно, но ведь я был молод и туп. Хотя я сейчас туп, но не в этом суть. Конечно, вы скажете, поздно, мобильный моддинг для GTA San Andreas на андроиде умирает. Ну и что, отвечу я вам, это все же лучше, чем никогда. Допустим, захотели мы установить мод, заходим, читаем. Нет, что-то как-то не очень, не понравился. Ищем дальше. Ищем, оп, что-то интересное. Добавлю в избранное, ну и установлю. Про избранное чуть позже. Полистав, вы сможете заметить, что некоторые из модов можно установить автоматически, ну а другие все же придется устанавливать вручную. Также мы сделали кнопку, которая сразу открывает директорию скачанного мода. Ну а после оттуда вы уже сможете установить их вручную. Дело в том, что моды, которые требуют импорт модели через AMG Tool или TXT Tool, просто нереально установить автоматически. Такие модификации скачиваются в папку Mods на Android, которая находится в корне вашей файловой системы. Кстати, об этих программах. Их также можно будет скачать через приложение в категории программы. Для установки просто нажмите кнопку «Установить», и программа скачает APK-файл и сразу же начнет установку. Существует еще один ряд модов, которые можно скачать только с облачных хранилищ, таких как Яндекс.Диск, Мега или Google Drive. Чаще всего этими модами являются паки. Да, это те, которые Visa, KLP, ну и остальные. После нажатия на кнопку приложение перекинет вас на сайт скачивания пака. В следующем рассмотрим установку Клео. После захода на страничку вы увидите все доступные версии Клео на данный момент, а также можно будет установить дефолтные читы. Но это так. Выбираем нужную нам версию и переходим к автоустановке. Суть установки такова. Вам просто требуется нажимать кнопки поочередно, ну или выполнять шаги, при этом ничего не делая. Для начала программа предлагает нам переименовать папку кэша игры. Кликаем, переходим к следующему шагу. Нажимаем «Скачать Clio GTA Sam» и ждем, пока загрузится APK-файл. Время ожидания зависит от скорости вашего интернет-соединения. После этого жмем «Удалить GTA SA», при этом кэш не удаляется, так как мы его переименовали. Попадаем на страницу удаления и сразу же устанавливаем APK с Clio. Этот шаг закончен, остается только последний. Это переименовать папку обратно и все. Clio установлен, программа нам об этом сообщает. Думаю, удобно, не нужно заходить на сайт, искать рабочую версию, устанавливать это все. Ну, быстренько так раз зашел, поставил. Далее по списку у нас наш любимый Sam. Да, с выхода последнего ролика по Сампу много изменилось. Люди стали создавать собственные сервера с разными работами, бандами, но писать в чат возможности так и не появилось. Ну, по крайней мере, официальная группа Аксвилла по Сампу заброшена, но это уже другая история. Значит, Самп. При входе вы обнаружите несколько серверов, которые в дальнейшем будут пополняться. В пунктах есть три кнопки. Первая ведет на страницу автоустановки, вторая дает возможность скачивать оригинальный файл для ручной установки. В общем, выбирайте на ваше усмотрение. И третья кнопка более подробно рассказывает о сервере. Ну, мы рассмотрим автоустановку. Тут работаем по такому же принципу. Нажал, перешел. Также переименовываем кэш. Далее скачиваем необходимые файлы для сампа, распаковываем их по папкам. После скачиваем сам клиент. Удаляем оригинальную GTA San Andreas и устанавливаем клиент Сампа. Последним пунктом возвращаем кэшу свое имя и все. Программа напишет, что все успешно установлено.
Я бы назвал это частичной установкой, но громкий заголовок к видео мне был необходим. Следующим пунктом меню можно увидеть избранные. Я уже показывал, как мы добавляли мод в избранные. Думаю, тут все понятно. Также можно увидеть пункт уведомления. Приложение будет уведомлять вас о новых модах или новостях. Вы всегда будете в курсе событий и ничего не пропустите. В настройках вы можете отключить уведомления, чтобы они вас не доставали. А мы, поверьте, умеем доставать. Также в настройках можете заметить интересный пункт, который позволяет убрать автоустановку. Если при каких-то обстоятельствах автоустановка модов не работает, вы можете включить данный пункт, и скачивание модов будет происходить в папку Mods на Android, которая находится в корне вашей файловой системы. Еще можно очистить кэш приложения, все временные файлы приложения удалятся. Ну и последнее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это поиск. Дело в том, что он чувствителен к регистру, и писать название лучше с большой буквы. Mods на Android, найдется все.